Страна окраин. Документальный фильм. Россия – это страна контрастов, недаром так говорят в русском народе. Скорее всего, ни в одном государстве мира нет столь богатого набора культур, нравов и обычаев, собранных на одной, но невероятно огромной территории в 17 миллионов квадратных километров. Казалось бы, единый российский народ в 146 миллионов человек наполняют красками только разнообразные народности. Малые народы России – это невероятный калейдоскоп языков, костюмов, обычаев и правил жизни. На севере и востоке живут азиаты, чья культура начинается в холодном блеске суровых ледниковых периодов. На юге – горячие южане, чьи предки обороняли родные горы еще от орд грозного повелителя половины света Чингисхана. Кстати, и сами татары уже давно не покушаются на земли Владимирского и Рязанского княжеств, но мирно сосуществуют с предками Евпатия Калаврата и Ратибора на улицах похорошевшей Казани. Есть и горделивые скандинавы, чьи далекие прапрадеды сотрясали боевыми криками просторы северных морей. Всех не перечислить. И есть народ, объединивший под своим великодушным крылом двуглавого орла все эти прекрасные малые народы. И имя этому народу – русы, или на современный лад – русские. Но и русский народ, проистекая из одного славянского корня, неоднороден по своему составу. Владимирцы, рязанцы, новгородцы, калининградцы, севастопольцы или, иными словами, жители европейской части России – прекрасные люди в большинстве своем, которые ходят по улицам древних городов. Конечно, теперь ни в одном западном городе практически не встретить резных теремов и изб. Они современны, они велики, у каждого свой ритм и особенности. Столица России, Москва, это эталон технологий, эталон роскоши, могущества и богатства. Санкт-Петербург – культурная столица России. Яркий пример торжества развитой интеллигенции, объединившейся в границах одного населенного пункта. Среди петербуржцев, конечно, есть и исключения, но не будем портить наше повествование ради них. И тем не менее, у России есть и иная сторона. Как, впрочем, и у любой другой страны. И эта сторона зовется по-особому – страна окраин. Чего только нет в границах России. И густые леса Сибири, и суровые горы Кавказа, и бескрайние степи Забайкалья. Все вместили в себя 11 часовых поясов от Калининграда и до Владивостока. В разных регионах страны страна окраин чувствуется по-разному. Если под Москвой это старые чистые городишки и села, то на юге страны это маленькие хутора посреди бескрайних степей или аулы, с улиц которых открываются просто поражающий вид на заснеженные горы. Но лично мое мнение, чувственнее всего страна окраина ощущается за Уральскими горами, там, где начинается великая земля Сибири. И в Сибири есть великолепные современные города – Красноярск или Новосибирск. Однако стоит отдалиться от областных центров на какие-то 200-300 километров, и путешественник, не используя машину времени, с удивлением сможет окунуться в колоритную атмосферу десятилетней, а то и полувековой давности. Здесь, в безымянном городке, где ведется съемка, практически отсутствует понятие мода. Люди суровые, малоулыбчивые, привыкшие к трудностям мужчины и женщины, чаще всего носят то, в чем удобно работать. Хит любого сезона – специальный камуфлированный костюм «Горка», который не только защищает от ветра и влаги, но и препятствует укусу комара или клеща. Здесь у людей чаще всего есть только два хобби – охота или рыбалка, которая несет двойную функцию – развлечения и добывание пищи для своей семьи. Здесь нет модных джиперов или байкеров. Каждый житель страны окраины чуть ли не с детства приучен добираться на любой технике в любую точку на карте, при этом применяя самые изысканные навыки экстремального вождения. Здесь мало перспектив и чересчур много безысходности. Я не хотел вносить в этот фильм политики.
И тем не менее, мне придется констатировать факт. Пока города-миллионники аккумулируют в бизнес-центрах триллионы и миллиарды рублей, страна-окраина в большинстве своем замерла в состоянии 90-х годов. И подобное положение дел целиком и полностью вина неэффективного руководства, так как с гибелью советской централизованной экономики к малым городам и селам Сибири относятся чуть ли не как к вахтовым населенным пунктам, а к богатствам необъятной земли как к ресурсному придатку, созданному для того, чтобы поддерживать относительно богатый запад страны. Конечно, районные центры на 100-300 тысяч человек еще могут похвастать сетевыми магазинами и цветастыми вывесками центральных улиц. Однако стоит отдалиться от них на какие-то 30-40 километров, и гипотетический путешественник может оказаться в том месте, где и самогон иногда является своеобразной заменой денежным средством при обороте товаров и услуг. Нет, не все так плохо. Я не стремлюсь сгустить краски. И в самом глухом захолустье есть и свои интеллектуалы, энтузиасты, и свои представители интеллигенции. Но они, по сути, осколки в безбрежном океане истинно народного колорита, который достался сибирякам в наследство от декабристов, каторжан, авантюристов, солдат и офицеров, когда-то наводнивших этот суровый край с одной целью – освоить богатые недра и связать своенравный регион с центром путем железных и автомобильных дорог. Что говорить о колорите, если большинство городов, которые жмутся к Транссибирской магистрали, прямые наследники ГУЛАГа и создавались исключительно как места концентрации бесплатной рабочей силы в виде заключенных. Те земли, что находятся в отдалении от железной дороги, чаще всего мало освоены и по настоящий день. Поэтому огромный регион, покоренный горстками авантюристов в 17 веке, за несколько веков по-прежнему может похвастать заповедными шаманскими местами и бескрайними направлениями, ведущими в никуда. Конечно, есть и отличные дороги, но они единичны. Они возникли в советское время и с развалом СССР редко прирастали асфальтовыми артериями в небольшие поселки городского типа или глухие деревни. Как я уже упоминал ранее, практически все населенные пункты, жмущиеся к железной дороге здесь, в том месте, где снимался документальный фильм, наследники печально знаменитого ГУЛАГа. Они возникли в 30-х, 50-х годах прошлого века на местах бывших периметров и лесоповалов. Они росли и процветали во времена централизованной экономики Советского Союза, когда армии энтузиастов устремлялись в дорогу по приказу партии, то с задачей поднимать целину, то строить величайшие дамбы, перекрывающие широкие реки. И эти же населенные пункты, как неконкурируемые захолустья, были брошены на произвол судьбы с приходом демократии и рыночной экономики. Города Сибири хереют. Факт, который признают и сами жители страны окраин. Население предпочитает перебираться в более цивилизованные места. И не мудрено. Рыба ищет где поглубже, человек где получше. Сейчас в деревнях редко встретишь молодежь, а если и встретишь, то невольно поразишься запущенному состоянию тела и ума. Кто мог, давно переехал. Кто хитрее и умнее, обосновался на местах, на развалинах Красной империи, превратившись в 90-е годы в настоящих то ли кулаков, то ли местных князьков, чья власть практически безгранична благодаря заработанным деньгам. Есть и простые люди, у кого банально не получается переезд. Нет, они мечтают, стремятся, стараются, однако неумолимые обстоятельства, чаще всего невидимыми экономическими оковами, приковывают сибиряков к месту своего рождения, к своей малой, бескрайней родине. Такие граждане невольно становятся заложниками синдрома отложенной жизни, который исследовал и описал известный магаданский и московский профессор психологии Владимир Петрович Серкин. Согласно особенностям данного психологического явления, человек верит в грядущие, но несбыточные перемены, отчего довольно халатно относится к благоустройству настоящего момента, настоящего места жительства. Из-за этого целые хозяйства хереют и разваливаются, незаслуженно получив клеймо временного пристанища. С работой в стране окраин туго.
Мужчины и женщины, чье образование чаще всего ограничивается 9-11 классами школы, вынуждены работать там, где придется, движимые постоянной жаждой заработать хоть немного денег. Приходится и колымить, чаще всего нелегально. Лес, навоз, металлокоп – все идет в рацион и носит своеобразный термин «колым». Колым, или иными словами подработка, это редко легкие деньги. Чаще всего колым – это тяжелый, многочасовой, изнурительный труд. За 10 часов возни с навозом можно заработать 4000 чистыми, что практически ничто по меркам златоглавой Москвы. Деньги добываются потом и нередко кровью, но и эти деньги уходят в никуда. Заработанное не вкладывается в банковские счета, деньги не копятся на что-либо значимое. Они исчезают на сиюминутные потребности: одеть ребенка в школу, починить технику, чей срок эксплуатации давно превысил мыслимые пределы. Они идут и на продукты, которые здесь стоят значительно дороже, чем на Западе. Ну и, конечно, сигареты и алкоголь – эквивалент местных развлечений за неимением лучшего. В некоторых семьях потребность в алкоголе вообще заменяет все. Конечно, проблема алкоголизма присутствует и в больших городах, и в развитых странах, но почему-то здесь она чувствуется наиболее остро, среди покосившихся заборов и сдвоенных одноэтажных домов. Кстати, привычка делать дом сразу на два соседа, два хозяина, обусловлена прежде всего рациональными соображениями сохранения тепла. В Сибири суровый климат. И в мае природа может удивить, расслабив человека нежным теплом весны, после чего следует чувствительный укус снега, ветра, холода и града. Причем погода столь непредсказуемая, что может меняться несколько раз в течение одного дня. Газ, природное богатство данного региона, редко проникает даже в крупные города, чего уж говорить про поселки городского типа, села или деревни, дома в которых либо запитаны от котельной, работающей на угле, либо полностью завязаны на царицу любого дома – большую кирпичную печь, которая отапливается дровами. Отапливать приходится все – и дом, и стайки, и даже баню, чтобы провести все необходимые гигиенические процедуры. Оттого дров нужно много, катастрофически много. Пока силен и молод, сможешь добыть ресурс сам, в старости только закупить у поставщиков. Учитывая местные пенсии в 12-16 тысяч рублей и стоимость машины дров в 3500, нетрудно представить, куда уходят основные средства одиноких пенсионеров. Все в Сибири достается с чуть большим трудом, нежели на Западе. Зимой термометр нередко показывает 40 градусов мороза, летом 40 градусов жары. Только очень неприхотливые растения могут выжить здесь, поэтому придомовой огород редко может похвастать разнообразием культур. Зато сорняки лезут со всех сторон, угрожая поглотить урожай. У кого нет своего дома, чаще всего владеют загородным участком – дачей. Не стоит рисовать в воображении великолепные загородные виллы. Дача в большинстве своем представляет собой небольшой домик, иногда похожий на сарай. Огород редко превышает размер в 6 соток. Почва требует удобрения, поливки, парники и теплицы бесконечного процесса открывания-закрывания в зависимости от погодных условий. Многие дачи заброшены. Старость не щадит владельцев загородного участка, оттого особенно печально наблюдать за угасанием многих огородов. В летнее время труд огородников осложнен и еще одним фактором – большим количеством мелких кровососущих насекомых, называемых в народе гнус. Если в советское время комаров и мошку травили, то теперь не всегда находятся средства и на тушение печально знаменитых сибирских пожаров. Гнус выматывает, гнус находит щели в любом костюме, гнус сводит с ума животных и работающих людей. Видимо, поэтому перед лицом всеобщего врага, перед лицом обстоятельств, люди и младшие братья по природе часто объединяются, образуя невероятные союзы. Кого только не встретишь в домах сердобольных жителей страны окраин. И кошек, и собак, и кроликов, и даже лис. Все они приходят в дом чаще всего случайно, беспородными дворнягами или ранеными животными, после чего остаются навсегда, становясь членами семей. Я не скажу, что человек из глубинки относится с какой-то чрезмерной нежностью к домашним животным. И тем не менее, иногда отношение к маленькому спутнику по жизненному пути можно прочесть по глазам, блеснувших несвойственной теплотой.
Что, однако, не мешает данному человеку отвесить отеческих люлей расшалившемуся или нашкодившему животному. В этом и проявляется бинарное отношение к жизни. Жить либо хорошо, либо плохо. Среднего практически не дано. Да и понятия «хорошо», «плохо» чересчур размыты, чтобы стать постоянными величинами. Сегодня хорошо, потому что есть деньги на пару дней вперед. Завтра плохо, потому что денег нет, а долги отдавать надо. Сегодня хорошо, потому что холодильник полон. Завтра плохо от того, что не знаешь, где добыть даже самых простых продуктов для всей семьи. Таких состояний невероятное множество, что не дает большинству жителей глубинки насладиться пресловутой стабильностью, о которой говорят по всем федеральным каналам. Когда сидишь вечером у телевизора здесь, в стране окраине, особенно смешно наблюдать за тем, как Соловьев потрясает кулачками в студии, угрожая инакомыслящим. Отсюда, из страны окраины, его речи кажутся кощунственными, оторванными от реальности. Оттого данный регион политически стабилен. Большинству сибиряков попросту все равно, что за события происходят за Уралом. Все в глубинке подчинено одной цели – цели преодоления. Преодолевают себя, сложности и обстоятельства, надеясь только на собственные силы. Государство помогает мало. Можно сказать, что не помогает вообще. Чаще всего присутствие большого брата чувствуется призрачно, мимолетно. Государство не может обеспечить глубинку достойной системой ЖКХ, медицинскими и социальными объектами. Чересчур дорого и нерентабельно. От этого представители закона чаще всего в сознании среднестатистического жителя глубинки воображаются враждебными элементами непонятной системы в системе мышления местного населения. Здесь все знают поговорку: в России строгие законы, которые компенсируются необязательностью их исполнения. Так говорят в народе, так шутят и среди силовиков. Моя знакомая, которая ныне уже находится на том свете и которая являлась полковником милиции, любила приговаривать: закон как сеть для ловли рыбы. Крупная рыба рвет сеть, мелкая рыба остается. Крупная рыба, некоторые чиновники, бизнесмены действительно на территории страны окраины чувствуют себя местными князцами, для которых закон не писан. К счастью, иногда Фемида заглядывает и в эти края, сбивая спесь с особо бесстрашных представителей этой прослойки общества. Но те, кто делают миллионы, чаще всего неуязвимы для закона. Оттого на дорогах здесь можно встретить роскошный Infiniti или Land Cruiser, которые будут нарочисто нагло обгонять старенького японца или ржавую классику. Еще один поражающий контраст, который можно встретить на улицах поселка городского типа или села. Есть, конечно, и честные бизнесмены, и к чести их большинство. И именно их неравнодушие позволяет сохранить хоть какое-то подобие жизни в угасающих деревнях и селах. К тому же они создают главное – рабочие места. Но и первые, и вторые чаще всего сколотили свой первый капитал, экспроприировав останки былой империи в виде заброшенных цехов, зданий, колхозов и техники. Есть и те, кто просто копал металл. Или валил лес на особых делянах, воруйках. Легально или полулегально. Главное, что с умом. О последствиях своих действий такие люди чаще всего задумываются исключительно из соображений правовых последствий. То, что останется чужим детям и внукам, не их дело. Оттого в тайге так много рваных ран, лес с которых изъяли варварским способом, оставив после себя непролазный бурелом. В глубинке сильно нарушена логистика. Иногда современные развилки на дорогах упираются в непроходимую чащу стены деревьев. Заводы, полные оборудования, стоят брошенные и разрушаются с течением времени. Прочные здания цехов постепенно разбираются местными жителями на стройматериал, оставляя предприятия-ударники без надежды на восстановление. Глядя на это, невольно создается ощущение, что здесь уже давно никому и ничто не нужно. И подобное стечение обстоятельств и мыслей частично оправдано. Никому ничего не нужно, и это действительно так. Сибирь богата и красива, но она, как любят говорить местные, сырьевой придаток. Благодаря Сибири цветут главные города России. Сюда же приходят деньги редко. И если приходят,
Эти деньги создают небольшой клочок облагороженной западной культуры среди просторов восточных нравов. Отношение к собственной земле как к сырьевому придатку создает варварское отношение ко всему, что строилось, было построено или планируется построить. Точечная заплатка в виде цивилизации не способна изменить картины мира в целом. Оттого нередки случаи вандализма, когда особо ретивая молодежь губит культурные места и места отдыха, ошибочно представляя вандализм крутым занятием. Но так ли все плохо? Нет, конечно нет. Есть у страны окраин и свои плюсы. Гостья из большого города, побывав в нашем поселке городского типа, мечтательно изрекла, что данный населенный пункт – идеальное место для того, чтобы растить и воспитывать детей. Нонсенс, скажете вы? Отнюдь. Поселок городского типа – нечто среднее между районным центром и деревней. Здесь все-таки достаточно магазинов, чтобы обеспечить себя, свой дом и свою технику всем необходимым. Данные магазины тоже развиваются и расширяют спектр своих услуг. Поэтому, даже если на полках не найдется требуемой детали, доставка оперативно привезет искомое в течение нескольких дней. Да, цена будет чуть выше, я об этом уже говорил, но таковы законы сурового российского бизнеса. Крупный плюс небольшого города или деревни – лучшая экология. Природа находится в шаговой доступности, выезд за город не нужно планировать. Стоит только сложить в рюкзак термос, немного снеди и отправиться на встречу с сибирской тайгой. Например, от моего благоустроенного пятиэтажного дома до речки каких-то 600 метров. Вряд ли этим может кто-то похвастать в центре Москвы или Питера, не правда ли? С работой туго, но не везде. Можно встретить такие места, куда пришли нефтяники или газовики, образовав свою инфраструктуру и образовав рабочие места. Да и на железной дороге всегда будет требоваться пара крепких мужских рук. Воспитание. Дети в стране окраин растут более правильно и вольготно, нежели сверстники из больших городов. Брат моей жены в возрасте 12-14 лет уже умел спокойно обращаться с бензопилой. В 16 лет он впервые сел за пустой лесовоз и успешно доехал до места назначения. Нет, конечно, не все так уж хорошо. Глобализация и современные технические средства проникли и в страну окраин, навязав вчерашним непоседам оседлый стиль жизни возле пресловутого персонального компьютера или в нерушимой связке со смартфоном. Скоро умения рабочей, крепкой молодежи глобализация сожрет и здесь. Это вопрос времени. И тем не менее, пока что молодежь из глубинки держит позиции, умело обращаясь и с плугом, и с лесовозом, и с ружьем, что дает им существенный запас выживаемости в форс-мажорных ситуациях в наше-то неспокойное время. В глубинке люди чуть проще. Не ждешь подвоха, так как все про всех все уже знают еще до встречи. Здесь больше свободного времени и намного меньше суеты. А ведь это уже что-то, особенно для интровертов, не правда ли? Так что же такое страна окраина? Будет ли будущее у этой страны? У людей, населяющих ее просторы? Рассудит время. Страна окраина будет ждать десятилетия, века, столько, сколько потребуется, чтобы сурово взглянуть глазами потомков на наше деяние или наше бездействие. И на бесконечное, истинно крестьянское терпение, покорность судьбе, которая никак не вяжется с требованиями 21 века. С уважением, канал Стихи о жизни и аудиостатьи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк или дизлайк, пишите комментарии. До скорых встреч!